центральный рынок. Что, выспались, приготовились? Встали в 5 утра, немного злые, недовольные. Кое-как заказали автобус и поехали. Команда «Жопа с мотором» поехала путешествовать. Покажи наши рюкзаки. Что это такое? Это памятник водолазу. А почему мы его видим? Потому что мы проехали остановку. Да, мы вышли не на том месте. Нам еще топать вон туда, на Рогатку, в натуре. Нихуя не видно, вот как. О, дождались. Забрали. Дождь идет, а мы как пионеры. Байкал. Рогатка. Че? И собрались они в дальний поход. Ну, нормально все. Че, первые травмы? Они еще ничего не начали. Давай. Уходим в глубокое море. Мы поплыли. Меня никто никогда не снимает. Все, он разворачивается. Сам себя не снимешь, никто не снимет. Вот в мою сторону, да? О, что ты меня не снимаешь? Ну все, мы официально входим в Прибайкальский национальный парк. Блин, мокро сейчас буду в траве. Вон, вход, статьи. Зашли в Байкале порту, взяли пирожков с ливером, яичком. Сейчас позавтракаем. Дождик хлещет, там все мокренькие, но ничего. Маленький, как я сказал? Большая дорога начинается с маленького пути, джедай. Шага. И мы эти сейчас... Сколько? 10 тысяч уже сделали? 15 уже пошло, а мы только пришли в национальный парк. О, дождь идет прям. Вот все, это наш первый туннель. Сейчас пойдем. Вон какие красавцы, все мокрые. А? Все. Ноги мокрые. Льет, блядь. А это первый туннель. Ладно, все, мы пошли в темноту. Как страшно. Ложечка, кофе. Пластмассовая, что ли? Что за буржуй? Какая? Ну, пластмассовая ложечка для кофе. Все, пойдем. Обед у нас. Как, не обед, перекус? Зашли. На крылечке он будка РЖДшная. Тут у них такой серебряный ручей называется сейчас. О, блин, все кроссовки мокрые. Дождь вроде утих. Вон такая будочка. Объект центра деловых связей серебряных ручей. Ну, мы как поняли, тут или править, или это ихние, приезжают чиновники отдыхать. Вот тут вот чаек у них он бежит, беседочка. Мы тут посидели, перекусили, отдохнули. Чай попили маленько, потом перекурили. О, я подмерз. Ну, потому что посидели. Когда идешь, ты жарко, тепло. Ну, вот так вот все. Ну и как вам путешествие? Вот. Куда мы вязались, господи? Ладно. Куда мы тебя втянули? Сама пошла. Сама Вот будет доказуха, что сама пошла. Ладно, сейчас мы до мыса Толстого и там ставим палатку. Дальше сегодня не пойдем. Мокрые все. Встали еще рано. В
5 утра. На мыс Ситос там переночуем, а завтра там перерывами. Ну все. Пиши, родной, пиши. А кто это? А это все? У нас второе дыхание открылось. Такие мы красивые. Да. Ну ты вообще карапуз. Коромысли. О, ну бери мои палки, пойди. О, а без палок-то не то пальто. Вот так мы ходим. Вот. Какой-то. Ну-ка сейчас я по карте посмотрю, что за туннель. Шли по дороге. Разговаривали о том о сём. Вон, по дороге топали. Смотрим, написано стоянка. Дальше подпорная стенка вон там. Ну мы, короче, на стоянку поворачиваемся. Знаки какие-то, иероглифы. Наскальная живопись. Вот такая вот стояночка у нас. Кого-то еле видно. О, столик. Мангальчик. Сейчас маленько посидим и пойдем. А тут вышли посмотреть на Байкал. Там он камешек видит, цыпленка разноцветная. Вот такой. О, каньон. Это у нас 5-й, да? Туннель. 5-й. Туннель проходим. Байкал, он бурятский берег видно. Волны что-то начались под вечер. Все, еще топать? Все, пришли. Костерок развели. 99%? 99%. А, это у тебя он потому что в сумке был. 15 градусов, 99%. Но это он отсырел, наверное, в дождь. Сейчас посмотрим, постоит маленько. Все, давайте ужинать, друзья. Сегодня у нас макароны по-флотски с мясом сублимированным. Маленько сальца добавили. Ой, мясо он что разварилось. Ну, мясо маленько сыровато. Ну, в смысле, жесткое. А, оно не сырое. Такая у нас фигня, вон арочка. Вон поехали. Палаточку нажали. Сумки стоят еще. Медведи, говорят, ходят. Вот, будем ждать гости. Тут сегодня. Ноги гудят маленько. Плечи от рюкзаков. Ну ничего. Завтра будем спать до обеда. Дождя бы, главное, не было. А так все зашибись, да? Спальники сушим. Жарко было сегодня, вспотели вообще. Заваливались спать в кофтах, в брюках. Ночью раздевались ходом, потому что все мокрые были. Тишина, да? О, поезд едет со стороны Култука. Что у нас? Варим кофе, да? Или чай? Вон, пилёв с мясом. Так, тут у нас кипиш. Сейчас собирать будем палатку. Так, спальники сушатся. Палатку перевернули, сушатся. Одежда вчера промокла в дождь. Это у нас пауэрбанки заряжаются на батареях. Пауэр заряжаем. Сейчас все потушим и топанем часиков в 11, в 12. Ну, вот так. А я сейчас буду резать ложку. Что, забыли ложки? Мы сделали ложку. Вот такую. Хрен потеряешь. Ты каша тема, давай чем. Не зря фаршик мололи. Можно вообще, сколько загрузки? Лопата называется. Ложка называется лопата. Колосиновый. Березовый, да? Березовый. Но надо это. Но надо и нормальные потом сделать это сейчас на скорую руку. Да, сейчас мы. Нормально жрать. Не потеряешь зато.
Свеженькая. Убить можно, если что. Конечно. Если плохо сварил. А если ты пожаришь сверху. Сразу. Ищем остатки поезда, но что-то нет ничего. Это спадали с горы. Это он отсюда. Ну и здорово горы-то. Туннели, туннели. Все, мы сейчас пойдем. Палатка уже высохла. Собираться будем. Не высохла, отекшие. Ладно, пойдем. Собираемся. Yes, of course. 1 июля сегодня. Подошли к мосту. Водички попить. А тут лежит снег. Сейчас провалишься, таскать. Сегодня 1 июля. Он мост 19-го года или какого? Или, ну, 19-го, да, походу, больше похоже. Ну, хотя 12-го. Но они что-то ездили, не знаю. Капитальненько все. Доскам уже тоже лет, наверное. Не пицца. Сама-то не нырни. А тут интересно, рыбы нету, да, наверное? Байкальская. Желтая такая, да? Снег, желтый снег. Не Желтый снег не ешьте. Пейте прозрачный. Вот. Все, давай, иди первая. Все, мы пошли. Блин, ходуном все ходит. Они уже все в плесени. Сейчас как... Главное, телефон не утопить. Тот, он как уже провалился, походу. Бабочка. О, бабочка попала в кадр. Все. Все, выходим, он, мостик. Ловко. Адлер. Ривер же, да? Ресика. А почему я посмотрел? Ресика. От нас уезжает наш шанс уехать отсюда. Короче, вымылись мы в этой речке, поднимаемся, и подходит вот этот паровозик. И так медленно притормаживает. И я как придурок ему говорю: не надо нас спасать, проезжайте мимо. А он, оказывается, вез туристов, они тут вышли покурить. А нас ему было хрен вообще, да, какое дело. машинист скажет: ну, пиздец, какие больные люди, ручки. А я-то машу: проезжай, короче, он тут раз в день ездит. Ну а кто же знал? Нет, он так медленно так подтормаживал, ну я думаю, спасать, ну, короче, нас он хочет. Мы еще ничего, хоть жалуемся, но идем. Мошки только задал. О, нифига, по мне, тараканы эти. Она бешеная. Я думаю, это как бы что где-то же. А, вон где-то. 2 часа нашли место под обед. Вот это кедр. Кстати, шишка не растет еще на нем. Да. Кедр. Тут он костерок, скамеечки, навесик, решеточка. Ну, сейчас чай перепьем. До итальянской 6 осталось еще. А всего сегодня мы сколько протопали? 8 протопали. Еще 6. 12 за день, во. Для городского жителя по таким рельсам, бля. Самое то. Много килограммовых. Сумки. А останется хавки еще, походу, у нас выше крыши килограммов 5. На случай ядерной войны. Жратвы. Душно, да? Жарко. Не жарко, душно просто. Влажность процентов 95. Сейчас посмотрим по термометру. По гигрометру нашему. Че, сколько там? Че, ноги болят, да? У меня же мозоли. 6% влажности, 18,8 градусов. Ну, Байкал еще холодненький. Но сегодня будем мыться, потому что попахиваем уже.
Сегодня будем мыться. Сидим, хлеб с сыром и колбасой на берегу Байкала. Хороший перекус, да? Разные животные вообще. Что там рассказывают? На еду, на еду. Историю озера. Ну, мы разговариваем. А мы ждем. Балуемся бутербродами. Запивая байкальской водой. Он тут же пришла. Но если будет опять вчерашний ливень, это будет... Слушай, ну если будет ливень, мы встанем раньше. Потому что палатку надо будет кинуть. Жесть. Синее все. Гидромедцентр, но пока там интернет был, передавал сегодня ливни тоже. Ага, тут вот. Это. Ну, полетело. В Иркутске были, чаек видели. Глаза у них бешеные вообще. Тупые чайки. Ну, рыбу тут вяло, видно, валом. Приятного всем аппетита, кто кушает в этот момент. Байдарочники плывут вокруг Байкалки. Раз, два. Ногами не буду ходить. Я второй так вижу, а он еще один. Говорит, тот, кто первый раз здесь. Один-то у них отстал. А плывут. Все, носки одела, двоечница. Понюхай, чем пахнет. Уфу-фу, как. Девочки хотя бы новые. Так у меня тоже новые. Что, дошли мы, да, до середины. Ну-ка, пальцем покажи, где мы. Мы сейчас вот здесь. В Уланово, то есть это станция Уланово, турбаза Хвойная. Хотя там еще 60. Но у них... Нам еще... Ой, у них карта врет. Топайте. Маритуй вообще рядом типа он туда. Где? 119 он говорит. Ой. Маритуй, хабартуй. Ой. Ладно, пошли. А, где он водопад? А здесь все по-китайски. Короче, написано... По-английски вообще написано абсолютно не про станцию Уланово, а написано о том, что жизнь без музыки была бы грустной и скучной. Пиздец. Вообще пипец. Вон. Они скопировали и вставили что-нибудь. Вот джаз, вот, да я сам вижу. Джаз ты и видишь, блюз. блюз, джаз, вот. Жанры, самые популярные жанры это рок, рэп, поп, техно, шансон, хип-хоп и другие. Избушка каменная. Полностью из камня. Вот с такой трубой. Сейчас, ближе подойдем, посмотрим. Каменная лестница. Ой, тетя. Ладно. А где пирс-то? Какой пирс? Какой пирс-то? Это туалет, блин. Туалет, это туалет. Никак не найдет. А по дороге берем. Что, ты пить уже хочешь? Ну сейчас я схожу, найду. Какая фигня. Все из камня полностью. Вон стенку разобрали зачем-то, придурки. Слушай, тут вход-то зарос. А у него тут даже инвентаризационный номер есть. Что-то могила. Что это такое? О, погреб. О, это погреб. Вот пустых бутылок. Какая труба здоровая. Аккуратно, тут погреб, яма. Ну да, тут все принадлежит государству, РЖД. О, хоть к балкону выйти. Да, сполоснем личико и дальше пойдем.
как на щучке. Ну, кстати, дельта Селенги. Ну и провал. Холодная она что плавать. Но мыться надо сегодня. Холодная, не холодная, но чистота — залог здоровья. На, Так это, знаешь, я набрал воды. Красота. А вон выход-то там. Так надо было обойти. Повезло. Видно делает. В таком жить с каменной кладкой. А тут же это, труба, тут, наверное, камин шел, типа камина. Они тише реставрируют. Ну тут уже все дерево, они пристроили. Но укладка-то точно царская. Да и это тоже все царское. Вот они их плитами вот облицовывали. Тут типа камень с цементом крепили, а тут плита он. Ладно. Это получается станция Уланова, да, станция Уланова. 98 километр. 99 мы тут видели уже, 99 километров. Нам еще 3 километра до какой станции? Не помню. До Шумихи. Нет, до итальянской 4 тогда. Ну сейчас сядем, покурим, по картам глянем. Все. Лестница красивая. Вон стоим у туннеля, смотрим на теплоход. А там он дождик у нас, как и обещали. Ладно, пойдем в туннель. Баргузин. Это мы в туннеле. Как называется-то? Ладно, я напишу потом, как он называется. Тут он выход. Березовский. Бухта, выход Березовский. Он. Там нифига не видно, темень. Стены, вода капает. Все, Юлька, пошли. О, стены какие. Дубак вообще. Нифига не видно. Вон выход только еле-еле видно. На выход. Это он штольня. Бликует светло. А так он видно. Жуть. Страшно. Да, дошли мы до Шумихи, 102 км. Там такая база отдыха. И Байкал сразу. Вообще. Километр еще и до итальянской стеночки дойдем. 102. Не видно. Сейчас я запишу. 102 километр. Как далеко мы забрались. Все, пошли. Еще чуть-чуть. Уникальное явление. Байкальский туман. Видите, как быстро наплывает в бухту Шумиха. Он прямо облако зашло. И все озеро белое заволокло туманом. И вон видите, как оно раз и зашло туда, в бухту. Сейчас оно к нам придет, вон спускается.
смотрите, оно ж прям наплывает и закрывает все. Как в фильме Кинга по мотиву «Мгла». Не видела «Мглу»? Она вообще нормальное кино, не смотрит всякую муру. Типа «Сумерек». Я это вообще не смотрю. О, видишь, он уже Надо врать. в горы пошел вон. Вообще жесть. Я такое вижу первый раз. Сейчас у нас вот все так. подсыреет. Он лезет. Инопланетный захватчик. Вот. Мы такое видим лишними. Он уже полез дальше, тянет руки. Вот он. Растирается. И оседает. Ну, это как облако. Реально. Чё, нас А, меня видно. Ну, короче, мы дошли до итальянской стенки. От какого километра? 80. 14 километров тогда мы прошли. Это же 102. Да. 15 километров мы прошли. 15 километров по спидометру. 25 тысяч шагов. Ну, херня, конечно. Сейчас мы снимем стресс. Ну, мозоли понатерли. Ну, я на пятки, а у тебя Я на опять пальцы. пальцы. Ну, потому что не просушили вчера. Вон, рюмок нету. Ладно. За лето. Скажет, то он курит, то он пьет. В кадре. Красота. Сейчас я вам покажу. Вид прямо Это со стола. Шикарно. сзади горы. Ну, тут мы по лавочке кинем, а вот спереди. Охереть, да? Вот так бы я тут хотела. Костерок. Тут он. Полянка. Вон, там берег, там Бурятия наша, там вон, ваша, наша, там Бурятия. А тут мы на иркутской стороне. Чужбине. На чужбине. На чужбине. Но. Ждите, мы вернемся. Вон горы какие. Да. Да, кстати, сейчас мы вам расскажем. То записывать некогда было, все на телефон. У нас в основном писали. Это. Пока шли, раз 5 да нам сказали. Что медведи? Медведи видели вчера, фотографировали. Типа, аккуратно ходите. Перепугали человек, все. Да. Ну. Но все равно страшновато. Я последний раз ел 6 километров назад. Так же, как и я. 2 бутера. Нет, я съела горсточку семечек, когда мы прошли. Ты там жрала, ты вчера жрала макароны. Кстати, макароны вон по походному. Ну тема, да? Вот этот сублимированный фарш. Да. Это я, оказывается, подсознательно. Видишь, как я готовился еще с февраля месяца. Или мы когда этот сублиматор брали, вакууматор. Вот. А все хохотали. А зачем это тебе? А зачем это тебе вот это? А вот зачем? А зачем тебе солнечная панель? Хотя вот эта солнечная панель сегодня нам за день зарядила банку на 10 этих. Вообще же. Эти-то. А что это такое? Что, панель у вас есть? Но эти железнодорожники. Да. А что, почем? Кстати, железнодорожники тут все без сигарет. Второй день стреляют сигареты. Пачками, блядь, выстрелили за информацию. Товарищи туристы, не найдется у вас сигаретки? Ну, товарищи, блядь, тамбовские. Ну ладно. Тамбовский волк тебе, товарищ. Да, они тут сами нас на сохранении, хотел так сказать. Они сами вообще не отсюда. Не, они в командировке. Ну, короче, на велике с палаткой ездить легче, чем пешком ходить. Тяжелая. Хоть и кило 700 она или 2 я брал. А за что? За. Ну, чтобы лагерь поставился и остальное под супец. Приживается. Да и мама наша тоже тормоз. Пока
из туалета добежит. Да. Алло, ну мы, короче, все. На ночевку встали. СМС-ку сейчас кину. Все понятно. Ну, медленное горение. Так, сейчас у нас варится мясо. Мясо сейчас у нас маленько разбухнет. Борщ. Какой же борщ без свеклы? Без картошки и китайских специй, да? Чеснок есть. Вообще будет шикардосами борщ. Морковка. Вся И морковка. капуста есть. И капуста, блин, у нас все есть. У нас все есть. У нас есть морковка сублимированная, капуста тоже сублимированная. Морковка запеченная, морковка сушеная, что хочешь. Перловки можешь добавить. Специи кавказские. Специи сейчас кинем. Это кавказские специи. Остроту дают. Мы их чуть-чуть. Только их любишь остроту. Такой же борщ. Так, чесночок пока в сторону отложим. Картошку добавим. Картошку. У тебя ногти на развязывать. Я пока свеклу буду развязывать. Вот такая вот у нас свеколка. Тоже сублиматы. Ну сколько ее? Ну, горчику кинем для цвета. Ну, чуть больше. Все засыпем и пусть это парится. Ну-ка. Ну, вообще, что я конкретно завязал. Давай. Следом за свеклой идет картошка. Картошка тоже у нас сублимирована. Сейчас я вам покажу. Вон там это сидит, варится у нас, он уже красит. Картошка сублимированная тоже. Легкая. Нет. Она как макароны, короче. Ее надо распаривать. Это у нас капуста. Капуста тоже сублимированная. А капуста как на вкус? Интересно. Как сено. Ее тоже надо парить. Да. Капуста. Какой борщ без капусты? Морковка. О, морковочка. Сублимашечка тоже. Че, картошки больше, да, наверное? А пюре не будет? Не, нафиг, на картошке наварим. Давай. Ну, она распарится. Тут я 4 килограмма. Вот тут 4 килограмма. Или 5. Вот тут. Мясо кинули, морковку кинули, картошку кинули. Чесночок. Чесночок. Ну, чесночок. Сало можно. Для жирности. Суп у нас готовый. Вот это наш суп. Борщ по-походному. Это наша походная вилка и походная ложка. Сейчас проверим, как сварился. Садитесь жрать, пожалуйста. Ну да, ничего так, наваристо. Тебе, походу, больше воды. Ладно. Я тебе в ту положу. Ну, потому что черпака-то нету. Хлеба и пехота. Я тебе вон в ту налью. Сейчас. Господи. Мясо попадает. Забыли ложки, все, проехали. Все хорошо. Мы же нашли выход. Мы вообще везде выход найдем. Никто не ходит.
Кто-то ходит. Где? Ветки ломаются. Вот там. Не медведь ли? Но я без понту, я тебе так просто говорю, там реально кто-то ходит, блядь. Сейчас я выйду, посмотрю. Прикиньте, это медведь, блядь. Он будет веселуха. Че, ходит-то, сука? Да. Борщ. Мазика, кстати, не хватает. В общем, майонез потащили мы. Ну, что майонез тащила. Все. Конец. Все, мы садимся кушать. Сейчас попробуем блинчик. Ну там, может это вода так шебуршит. С этими медведями настолько запугали. На говядинке. Говядинки. Вкусненький борщок. Все, спокойной ночи всем. Включимся вечером или завтра, если доживем. Чеснок-то я забыл добавить. Сейчас мы сыпанем от душмана. Она сама сказала сыпь. Себе маленько, ну и туда. Весь пакетик забомбим. Все, теперь точно ужинать. Ну, проснулись, дождь. Ну что мокрый, он на тебя одень. Дождь хлещет. Он все в тумане. Костер давай разводи. Чтобы гречка была с рассолом. Чайная ложка. Куда у нас соль? Так, это мы убираем. Вот все. Делаем. Ставим нашу гречу. Это мы подходим к итальянской стенке. Решили, пока дождь идет, никуда не ходить сегодня. В первый день все промокли. Вон уже, видите, как палатка влажная. За ночь промокла, высушить негде. Так что сегодня мы встаем табором. Будем валяться, книжки читать, обедать. Короче, день отдыха. Ну а что делать? Не попремся же по траве. Вон, сейчас уже по шпалам топаем. Все ботинки мокрые, блин. Так что сегодня... А завтра что как будет? Ну, короче, завтра посмотрим. Ну, так-то, слушай, по Бурятии на выходные передавали дожди. Но он тут до Бурятии-то. Херня мне. Ну, километров 40 туда. Ну, 50, ну так, если ж 50, наверное. Ну, ее видно, Бургундию нашу. А тут они вон что-то выкопали, а воды. Вон какие камни делали. Палатку тут, бля, поставил. А как ливень пошел, пиздец. Или камешками придавило. Вообще никого нету. Поезд проезжает там раз в день, там 2 раза в день. По туннелю что тут выйдем или там? Что по шпалам пока, наверное? Тут все в траве. Мокрое опять. Ну, пойдем. Угу. Вот. С погодой нам, конечно, не повезло, не покупаться, нифига. Ливни. Ну ладно, что делать-то? Лето выдалось таким. Вон они все выкосили тут. Стеночкой. Мы у стенки. Травы, блин, сейчас все промокнем нахер. Дима тут был. Ну тут палатку делал, а тут влажно, кстати. Тут он вверх даже у них был. Но его выбило. А года-то нету, да, у них тут? В каком году?
Но у них прямо видно, как они с зубилом били, он некоторые сочесывали. Вот, приходите к нам на КБЖД. Тетя, щелкнуть? Да. Оттуда. В траве. Как твои волосы? А сделай волосы вот так. Вчера тут приезжали туристы, но сейчас люди вам расскажут, ну-ка, как они делали, покажи. Лежали на траве и делали постановочные фото вот так и вот так. И волосы надо было распушить и сесть вот так, да? А я в это время ходил базу там и искал. А я кадр портила. Ходя вот Она так. там кадр, там сумки кинули, им все кадры поиспортили. Турист. Но он оттуда сверху выбил его. На нижних травы вообще мало, а вот наверх, видишь, как пучки травы такие. Влага. Пока мы ходили на итальянскую стенку, наша гречка заварилась, она вся распарилась с фаршиком. Вкусно, да? Кто когда никто ее не ел, Нечего больше жрать, ешь Нечего гречку. жрать? Да. Нечего. Вообще объедение с мясом, с морковочкой, лучком жареным, сальцо. Ну так, чесночок еще раз, соль. Опа. И гречку. Обалдеть вообще. Обалдеть. И сидишь, смотришь на Байкал. Дошли до знака памяти Андрея Панфилова. Но это мы по интернету посмотрим, потом выведем тут информацию, фотографии встанем. Опять попали в дождь. Все мокрые. Все мокрое. Мушкара заедает. Ладно. Мы без дождя не можем. Да. Надо было... Не, правильно, что пошли. Че сидеть? Нихер промокли. Ну, фильмы бы посмотрели. Ну ладно, все. Пойдем. Еще посмотрим фильму. Деревня там впереди. Магазин будем спрашивать. Ой, я вообще весь мокрый, с меня шкапает. Скажите, где мы находимся? А находимся мы в Байкальской нейтринной обсерватории. Это Мобильный центр упражнения. Через 50 метров от таблички. Смотри, какая техника. Ходят слухи, что это ядерные боеголовки в горах Ага. на Америку. И туда, куда-то они, да. Половинный уже, походу, нос. Где-то вот там. О, красота! Красота? Красота. Красота. Французский водопад. Но бежит он, водичка. Посреди байкальских степей и дорог. Ну все, мы пришли в Пономаревку. Домики стоят. Жили. Перекур у нас опять легкий. 107 километр. А где ты видел это? А вот 107 километр Пономаревка. Тут уже электричка в 16:47. Ой, в 4:47. Там вон два гуся. Один серый, другой белый. Гуся. Рыбы нету нигде. Я за бабусю. И он сейчас гусей будет. Вот сейчас будет экшен. Он сейчас. Смотри сейчас. Гусей будет жрать. Пятака прямо вертит там у них. Ого. И смотри-ка он какой. И второй, короче, на заход пошел. Сейчас они этих гусей-то. А, это-то ворона. А тот-то кур. Ну тот-то был Берку такой. Вот ради таких моментов и стоит тут походить. О, водопады. Да. Ну, как будто мы договорились, то, что ты это скажешь. Ты прям в кадр влезла. Да, тут уже все. Нормально. Вот, 1 узенькая такая, да, маленькая речка, а синяя. Но. 1 узенькая, 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 1
подошли к самому длинному туннелю на Кругобайкалке. Как он называется-то? Половинчатый. Мыс половинный или половинчатый. Вот. 700 метров темноты. 773 метра темноты. Сейчас пойдем и будем на привал вставать. Сегодня вышли поздно с базы. Дождь лил. Вообще не хотели идти, а потом дождик вроде перестал. Палатку подсушили, собрались, и он опять хлынул. Но мы так, вон, ботинки аж хлюпают. Вон. Водичка. Опа. Все мокрые, уставшие уже. Хоть и прошли километров 10, но это выдохлись. Ладно. Вон еще туннель. Там он видно выход. Он прямой, но 773 метра. Вот так. А что ты на меня-то? Зачем ты в камеру светишь? Надо же так освещать. А мы все идем и идем. Вон начало. Вон, конечно. Вон наше начало, откуда мы заходили. Я не знаю. Где. Ну там еще топать и топать. Ну-ка, подсвети-ка вверх большой. Ох, здоровый. Ну, в круг тогда. Да, проводна. О, бля, это что за хуйня? Вот где золото-то колчканут. Нифига мы как вовремя, я тебе сказал, что подсветил. Вообще, да? Не постанова. Ну вот, они спрятали бабки, блядь. Что-то было спрятано, потому что, смотри, раз и потом воровали, прорубили. Дай фонарик. Вы неправильно все светите. Реально. Золото-то вывезли. Вон какие-то лепешки были. Полки стояли. А снаружи-то... А, не, ну видно ее было. Кладка-то она вон кирпичная. Ну ее выломали, там что-то было. Потому что вон кирпичи же все это валяются. И вон полочки были, полон, доски. Ну все понятно. Колчковое золото. Ну-ка, погоди. А что там? Вот что-нибудь есть там? Осталось. Вообще порой, блядь. Слиточек один. Пришли на мыс Половинный, на станцию Половинная. Взяли амулька. Ну-ка, покажи, как он плавает, амулек. Вот и спинкой. Амулька. Короче, пересрались, пока брали, но бабка там прям крестилась, типа, все нормально, бутулизма нету, вчера выловили дети, а тут у них как раз подошел поезд, электричка, туристы высыпали, начали брать. Но мы такие думаем, ну если им продают, то, наверное, ничего. А там база, на базу не пошли. Ну, короче, у них тут амулек. Самогонку на орех, типа, делают. Ну, это... Я как сам гоню, это не самогонка, это или на водке делают, КБРовской, или спирт бодяжит вообще. Пятихатка, бутылка. Пиво, что мы смотрели? Баночка Хайнекена 150, Омуль 250, бутылка 500. Магазинов нету вообще нигде. Так что, если хочешь... А, у них... сигареты были, кстати, там у них, я не спросил, что-то. Ну, у нас еще есть, покурил. Ну и вот, ладно, я от... О, что-то потеплело, блин. Ну так-то есть, да? Ну, это привкус вот этого спирта. Она... Ну ладно, проехали. Не будем портить. Значит, вот тут у нас мост, вон. Но сейчас мы там подойдем, глянем. Это у нас паровоз. Вот такая прелесть у нас паровозная. Сейчас мы тут щелкнем. Это сумки наши стоят. Время 6. Мы тут паровоз. Ну, кто хочет, пусть там замедляет. Ну, слушай, на нашем 111 километре никого не будет. Мы там вон там, походу, вон. На пригорке, мне кажется. Полезешь внутрь? Я хочу. Не остановка, у нас пути, в руках у нас винтовка.
Ничего, кедровка. Ну, нормально так нас вставило. Ну, красиво. Вон мост. Сейчас мост пойдем. Вот этот мост. Вот этот мост царский, а тот он единственный на всей территории царской России, да? Бетонный, полностью из бетона мост. Больше нет таких мостов. Обычно такие мосты в городах делали, а тут его на КБЖД. Вон. А слушай, а он даже без швов. Смотри. А как они ему форму? Ну как-то делают. А мы идем он по такому мосту. Середина КБЖД. И мы опять курим. Вот этот поселок. Вон сказка лесная. Вот так вот и мы идем. Нам еще идти. Нам еще идти и идти. Самый маленький туннель в горе он. Гора, по-моему, Чайкина называется. Вон 50 метров утес и туннельчик. Сейчас паузу нажмем. Ой, господи. Я уже тоже подустал. Какая красота. Тут они все сочесали, получается, вот это. А тут, ну так, если они тут вот это все выбрали гору, почему там-то не сделали? Но тоже, кстати, интересно. Вон, вот это они все вычесали взрывами, а там что? Может, вон там, что на горе, вон-то, видишь, большая хиробора. Она бы рухнула, может. Ну хотя, ну, инженерная мысль. Да. Ну, красиво, по крайней мере, смотрится. Может, чисто ради красоты. Мы это никогда не поймем. Венерины башмачки. Первый раз такие вижу. Реально прям башмаками растут. Вот такая фигня. Дошли мы до Асломановского туннеля. Еле-еле сюда к Смозе. Вон, опять тут туман. Туман идет во все. Тут пляжик, места красивые. Сейчас ножки сполоснем. Вон там тоже, кстати, туман. И будем бить лагерь. Устали, промокли. Дождь задолбал. То идет, то не идет. Только высохнешь, он опять долбанет. Ох, что, водичка. Ох ты, ёб твою мать. Пыль индийских дорог смыли. Можно дальше жить. Холодненькая. Бодрит. Мыться как сегодня будем греть, наверное. Вчера-то с криком. А вам слабо заныривали. Ну как заныривали, так? Морду, зубы. Пах. Ладно, пойдем. Время без 20:10. Мы, короче, вышли сегодня от итальянской... Ну, как вообще начался день? Мы проснулись утром, шел ливень. Ну, я такой говорю, ну, давай спать, короче. В 9, да, встали, опять ливень. В 10 ливень. И дождь закончился в 2 часа. Мы позавтракали, приготовили гречку. Ну, что-то чешется там. Гречку с фаршем опять. На обед мы что готовили на обед? Нет. Гречку мы готовили на завтрак, а на обед мы готовили шонку с фаршем. Вообще вот такая каша. Суп, ну короче, рататуй. Получилась каша-суп. Такая жиденькая. Вон, палаточка стоит, сейчас спать пойдем. Ну и все, короче. Ну и мы решили, что дождь. У нас будет день отдыха. Ну и все. Сидим под дождем, смотрим фильмы.
И тут он кончился. И вылезло солнцем. Время было 2 часа, да? Я такой, это говорю, палатку сушим и выдвигаемся. Ну, хотя бы километра 4 пройдем. И только мы выдвинулись, и где-то через час, да? Как зарядило! И мы себя почувствовали нерпами. У нас выросли ласты, и мы по дороге плыли. Ну, вообще лило конкретно. Угу. Но мы зато прошли сегодня самый длинный туннель. Вышли на станцию. Взяли он. Сейчас вам покажу. Взяли амулька. Спиртика тут ихнего на кедровых орешках. Хотя продавщица там кричала: домашняя настойка, кедровочка. Ну, я баночку-то вскрыл. И сейчас мы сидим, кушаем амулек. Пюрешки наварили. Кушаем пюре с омулем горячего копчения. А, кстати, у нас пюре опять с фаршем. Пюре с фаршем едим. Мясо нас насушили, насублимировали, теперь его засвоим. Время уже вечер, вон наш амулек. Ну, это второй. Первый там мы по дороге съели. Вон пюрешечка стоит. Там у нас обувь сушится. Палаточку уже все поставили, сейчас спать будем. Ну и как вам день? Мозолей прибавилось? Мозоли прибавил. На Да? пяточке. Ну, на пяточке у меня вчера появилось. Ну да, там сегодня уже кожа слезла. Блин, ну тут эта машкара мелкая, и ощущение, будто она всюду вообще по тебе ползает. Очень странно. Потом мы все похудели. Мышцы прям, ну... Когда спишь на боку, ну это ж на пенке, ты, короче, на боку спишь, у тебя так половина ребер болит на земле, ты переворачиваешься, через час у тебя вторая болит, ты опять переворачиваешься, и всю ночь, короче, туда, на спине, сюда, туда, на спине, сюда, туда, ну, сны зато снятся, может воздух, может что, отдых, скоро на работу придется выходить. Всю радиацию к черту выводим. А то нахапали. За год работы. Прям вот так. Радиация, иди сюда. Ну все, давайте. Мы сейчас ужинаем и спать. Утро. Сегодня какой день? Утро 4-го дня. Наварили овсянки с бананами и изюмом. А где наш? Ну это вот варили из бананов, сублимированных изюм, финики были там, изюм, финики. Люди все доели он уже. Там еще котелочек. Мне немножко. Ну вкусная, да, кашка? На Короче, кашка на сухом молоке, овсяночка с овощами. И как? И кофе. Кофе, да? Вообще нормально. Сегодня спали тоже, как убитые. Снилось. Что-то я уже не Битва помню. экстрасенсов. Какая-то битва снилась экстрасенсов. Туманом все каша. Горячая, блин, каша. Я горячая, это не ем. Он все заволокло туманом. Туман. Утром сходили, вымылись. Прохладненько. Еще кашу ешь, что ли? Вообще вкусная такая каша, да? А сахар там есть? Сахара же нет, надо какой-то. О, финики. Из-за сухофруктов. Бананы, финики, все.
У нас там сохнет. Сегодня, кстати, в 4 часа опять пошел дождь. Дожди. Сейчас туман, у нас там он ботинки сохнет. Сейчас я покажу, схожу. От них аж пар от ботинок идет. Сушим обувь. Заряжаем пауэрбанки. Ну, короче, там воду греем, посуду мыть. У нас вот так вот лавинчатый. Кстати, вон тут удочка есть. Может порыбачить сходить. А на чё хлеба-то нету? Да, нет. Вон второе место. Палатку. Вон там на берегу тоже есть место. Мы тут стали. Вот туман, он вообще все заволокло уже. Как молоко. Сейчас, походу, придет и опять у нас все подсереет, блин. Это влажность заколебала, это. Как это? Ихтиандр! Они погубили тебя, Ихтиандр! Они держали тебя в воде 4 дня на КБЖД, блин. Ты превратился в поезд. Ихтиандр, тюх-тюх-тюх, машинист, блин. Тут без мата Над вообще. нами тут уже. Он, кстати, клубника растет у них. Ну, ни клубники, ни голубики. Нифига нету. Ну, стена. Подпорная стенка. Малины, прямо заросли малины. Откуда? Ну, это все лесная малина дикая. Ее прямо вон заросли. Вот эта вся стенка подпорная, она вся в малине. Малина. И там он идет. Море прямо. Вот тут, наверное, и медведи-то и ходят, наверное, тут и жрут эту малину. Ладно. Надо забросить. Ну да. Еще один водопад. Обычно-то сухо, а тут он прям течет, речка горная. Он стекает с распадка. И сразу Байкал. Вон же берег видно. Чем пахнет? Ну, как-то шоколад напоминает. Да? Маритуй, пришли. Солнце, блядь. У меня вообще аж лоб блестит. Градусов 27, но по 30 Сейчас туда. посмотрим. Да. Фу, то дождь, то снег. Жара. Вон сейчас хлебушка охота кушать. Ну, хлеб уже кончился, второй день это. О, сейчас посмотрим, что. Рельсы 45-го года, вон написано. Иллинойс. Иллинойс написано. Непонятно. SUS. 1945. Это на заклепке, а на самой рельсы, где мы смотрели, вот. Написано. Вон написано. Тоже вот этот номер. 45-й год у них тоже стоит. USA. Карнеги. Какая-то фирма их делала. Ну, около паровоза мы же читали, что они... Паровозы американские. Рельсы тоже вон уж сколько лет. 40. Ну-ка, а может где-нибудь есть надпись? Но чертежи-то наши, ну и шпалы наши, они же по стандарту их гнали. Вон. 2004 это. Да, я вижу, это 2004, а вот эти 45-го года рельсы.
Что там? Наши Сталина написано. Завод, наверное, имени Сталина. 40. Место такое, да? Ну, блядь, Иллинойс 45-го, Сталина 48-го и 2004-го. Еще путинские рельсы. Бородин. Что за Бородин? Надо бы. Что свои произведения. Высоцкий. Куда мы по фото? Ну, или что, в понедельник поедем? Но в понедельник там тот уже будет ночной. Ну, который рано утром идет. Но мы на нем можем ехать и во вторник в городе будем. Такие вот тут окна красивые. Круглые. Собачки бегают там. Я предлагаю на шашлык. Старых зданий-то полно. Речка Меритуйка. Вон красота. Домики стоят, гуси ходят. Альпы. Там мы чуть-чуть прошли от станции Меритуй. Такая речка. Рыбы нету. Будем кушать гречку или макароны. Вот так. Да. Втяните живот. Пост. Мы зашли в Киркирейский Тунеон. Тут окна. Вот появился наконец-то интернет мой. МТСовский. Вон окна. Вон второй туннель. Почему его не видно, а глазами видно? 122 километр. Я тапочки одел, уже мозоли у всех. Ну, у всех. И тут говна. Господи, эта лошадь, она тут сдохла, наверное. Ее понос пробрал. Что не видели? Знаю, но тут реально много это нехорошего вещества. А тут, кстати, нету этих, да, ниш, чтобы прятаться. А что такой маленький? Я по карте смотрел, он больше был туннель. Ну, в смысле расстояние. Да, там походу это опять обманка. Найоп. Шли, короче, по туннелю. А чё не фокусируется? И вон там выше. И тут мы нашли вот такое окно решетчатое. А само это все изображение выглядит вот так. Сейчас я подальше отойду, чтобы вам дать общее представление. Вот так вот. Дверь, типа, и там окно. Ой, господи, аж страшно. Короче, и что это непонятно. А мы несем ботинки, потому что нас мозоли. Позорище. О, как чё? О, Russian сыр. Чикенбургер. Чё? Все, пошли. Чикенбургер. Ну вот, видишь ты какая, Шерлок Холмс. А мы только встречаем и провожаем поезда, и все. Еще один поезд проводили. И остаемся куковать на сутки. Раз в сутки видим людей. Там дома. Прощайте, прощайте. Прощайте, скалистые горы.
О, подошли мы на Киркирей. Подошли мы к середине Кругобайкалочки, к тому месту, которое мы планировали. А тут у нас Киркирей, гений инженерной мысли КБЖД. Туннели 18, вот мы. Так, где наш Киркирей? Киркирей, вот станция Маритуй мы прошли. Так, мы что? Мы с Байкала. Толстый прошли, хвойную прошли, Подмаревку, Маритуй, Покланний, Шаржалгай. Так, Шаржалгай еще спереди. Ну, Киркирей, вот 123 километр. Вот мы. И вон еще. Вот мы тут на Киркирее. 123 километр. Все, строили. Ну вот они строили вот этот вот, который тот остался. Ну, сейчас мы посмотрим. Вот опорные стенки делали. Вон они как строили. Видишь, они долбили все это дело. Туристы умотали. Это галерея с подпорной стеночкой. Туннель. Что написано? 1911-1913 год. За окном. Тебе, получается, 2 года, да, долбили. Тут у них типа эта база. Вон. А ты бутылку захвати, еще воды наберем. Сегодня жарко, вчера тут дожди лили. Рельсошпальная решетка. А, это типа шпалы. Мы сегодня видели шпалы Made in USA, 45-й год. Это ручей тут у них тек, они его так провели сверху туннеля. Это за туннелем где-то табличка висит, что стыковка произошла, но почему-то сейчас мы все посмотрим и поднимемся потом. Тут обвал был. Да, но почему, не знаю, почему-то пишут, что тут типа стыковка произошла на Киркирее. Сейчас мы Википедию подолбим. Странно. Ну, сейчас разберемся. Это точно ревень? Это ревень. А что пообрывали-то зачем? Ладно. Не ревень. Ну, похож. Ладно, пошли вместе. Там что придумаем. Варим гречку. Взяли воду вон там с ручья. Ручей идет через туннель. Там он, как это называют, по акведуку. Он раз проходит туннель и сюда. Ну и пусть теперь это все дело у нас маленько покипит. Мясо. Пользуйтесь сублиматорами. Все, пока, Киркирей. Пошли дальше.
планы утренние. Вещи собраны. Палатка убрана. Пойдем дальше. До Баклани на электричку и домой. Когда до дома еще доедем, неизвестно. Внутренний Киркирии. Всю ночь прошумел. А утром проснулись рядом с палаткой. Подарочек был. О, что-то голос аж охрип. Утром проснулись. Палаткой подарок. Вчера не было, он. Медведь приходил. Насрал. Вон, говяхи. Светлячков вчера видели. Пошли в туалет. Горят два огонька. Я думаю, что за светодиоды? Подсветка. Вроде не видел. Ближе подошли, а там эти жопками светят. Светлячки. Ты мне видео кинешь, потом я вставлю. Ну. Светлячки. Переворачиваем их. Сейчас. И свет выключаем. О! Светлячки на Байкале. Вот они по чесноку. Сейчас выключу. О! Светится. Жопка светится на них. А на самом деле они вот такие. О! Ну сейчас мы их выпустим. Вот. Вон. Все. Зашли в туннели Киркирийские. Вон. Темнота впереди. Ага. Пошли. 630 километров. Метров. Кило. Всю дорогу позагадили паразиты. О, байкальские кони. Водоплавающие. Жеребятами. Хлеба нету. Но все, мы поняли ваши намеки. Мы пошли дальше. Кушайте, кушайте. Приятного аппетита. Ешьте, ешьте. Ну все. Мы пошли. Оставайтесь. Да, я вижу. Вот. Строили кто? Ну, потом достраивали. НКВД СССР. Руками заключенных. Вон вот. А это лямба, как ее? Печать на туннеле вон. Памятная. Прошли мы с колокольной, а тут он чья-то дача, летний вариант. Домик такой стоит нехилый. Вон там пирсик, чтобы катер подходил. Короче, если есть деньги, можно... Байкал, Бурятию видно. Люди вон роллы кушают. Если деньги есть, можно жить хоть в Антарктиде. Вот так вот. А, коттедж. На нетрудовые доходы построили. Что это за туннель-то? Перед Бакланем. Вон тут такой выход прям в туннеле. Вот так они все долбили, вот это всю породу. И тут такое окно на Байкал сразу. Интернет еще тут ловит, ну вообще все хорошо. Сейчас мы перекурим и дальше пойдем. Вон воду видно даже, что ямы тут на воде. 24. Вот такой туннельчик.
Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах! Мы уже с чайками разговариваем совсем. Охота хлеба белого, кусочек. Хлеб кончился 3 дня назад. Блин, хлеба охота вообще. Мы хотя бы не едим его дома, но хлеба охота жрать. Вообще жрать охота на БЖД. Вообще жрать и жрать постоянно. Да. Я буду картошечку молодую с селедочкой и огурчиками. А ты что будешь есть? Ну ты включи фантазию. Вот Хлебушек. с маслицем. Масло не ем вообще, а так масло хочется. А еще корочку белого хлеба маслом намазать и с чесночком. Так вообще масло смягчает чесночок, такой остро, масляно, пряное, и хлеб так хрустит. И чтоб хрустел, вот как в хлебушке. Так, о, свежий. А вообще, представляешь, свежеиспеченного хлеба. Номер 24. И вот такой конфет. Думали, что это? Перрон. А оказалось, это для воды. чтобы для отвода воды, которую он капает, видно, тут ручей бежит или река. А впереди надпись «Обвал». Очень интересный туннель. Ну вот это-то первый, да, мы видим раз. Ну тут прямо тут видно подземные воды, и они собирают их, ну, чтобы не размыло. Вот этот цемент, Ну, это уже... укрепляют каждый год, наверное. И, ну, у водички-то так-то прилично вон она пошла. Да, Еще дарские штуки, да. держатели. О, и капает он прям пятнами, а. Хорошо так бежит. Ну, ну-ка. О, чё попьем, может? Где моя бутылка? Да тут пью. А чё, она же чистая вода горная. Дай-ка я наберу. А, что-то она мутит, смотри. Она мутная из того, что там вот с этой фигней. На дне муть. Вон там бежит, вон он бежит, А, вот ручей. вон он прям. Вот такое вращение. Где-то пишет старое. А вон там уже, смотрите, вон там. Ну, они укрепляют. Но ручей хороший. И вот тут все размылось. Тут бабушки Агаты. Так он-то, получается, начинается там, и вот он, видите, так идет. Да. Ну, надеюсь, что нет. И как вам водица горная? Холодный вообще. Ну вот и последний наш туннель на КПЖД в этом году. Какой километр? 129 километр, туннель номер 25, да? 25-й туннель последний. Как первый начинался мой буря эмоций, так и этот, он какой красивый. С галереи. Сейчас пройдем с галереи, сейчас пройдем, посмотрим, что за галерея. И на остановку ждать. Нифига не видно. Вот отсюда надо фотографировать. Вот это место, наверное.
Что тебя сфотографировать тут? Ой, и меня сфотографируют. Ну, похоже. Там ты прям На за какой-то. станок. Ой, господи. Да, надо пукнуть перед последним. Ну, вставайте. Ну все, мы дошли до него. Была стенка подпорная, еще царская. А тут, видно, в советское время укрепляли бетоном они. Такой туннель, он такие ажурные балки. Не балки, что это? Опоры. Опоры моста. Так, идут галереи с видом на Байкал. Ну, конечно. А, нет, вот эти вон специальные, смотри. Ниши. На итальянку похоже. Опоры. Красиво. А, или там в царские каторжане, или эти он из бетона. Ну, сколько вот им лет, надо почитать, сколько стоит. Собака, да, коза. Ну все, мы уже Баклань уже видим, вон она, домики пошли. Советские плакаты. Сколько лет им они тут висят тоже? Дофига, наверное. Бригадир, встречаю в поясе, убедись, что все рабочие сошли с пути. Это мы пришли в Баклань. Солнце начало что-то печь опять. Деревенька маленькая, вон, станция, магазинов нету. Хлеба нам никто не продаст, рыбы нету. Хлеба нету, рыбы нету, ничего нету. Идите дальше. Вот так. Пришли в Баклань. Да, электричка еще 4 часа. Пустили нас постоловаться. Как турбаза местная, наверное. Нам сварили борщ. Сейчас покушаем и будем электричку ждать. Рассчитываться будем, наверное, продукты. Налички нет вообще. Ждем поезд. Четыре вагона, прям такая большая. Да, кстати, да. Мотани, которые. Что в газетах-то пишут? Скоро революции нет. Анекдот хоть есть? Продают что-то. Только продают. Лыжи летом продают. Вон, Лыжи летом, да, продают? вон, лыжи, беговые, классические силовые, рост ну это 88. Вон, Корнет говорит поручику Ржевскому: графиня Пирожкова изменяет своему мужу. О, хорошая новость. Хотелось бы уточнить источник информации. Это просто слухи? Или она сама просила это мне передать? Угу. Давайте, идите. Ну, хоть немного зайди. А, все?
Вот так. Вот тонкий очень. Вот очень плоский слон. Вон, видите? Все. Баклань, прощай, мы поехали. Ждем электричку. Едем в Слюдянку. А там уж как повезет. Сесть нам или не сесть. В Слюдянке. Байкал еще холодный. Побродили. Люди спят уже. Ну, морда-то сгорела вообще у меня. Ну и как вам ехать? Как комфортно сидится. Ехать лучше, чем идти, да? Едется очень комфортно. Ну, скорость чуть-чуть выше нашей, Вот, кстати, да. с которой мы Ну все, короче, мы сели, поехали. Я крутой. О, вот это электростанция, это которая. Да. Мы не дошли совсем чуть-чуть. Ну, а дальше там вообще мы бы только завтра бы сели. Да, я смотрела станцию, это вообще же Самое главное, он сам едет. идет, никто не толкает. А, вот, туннель. Ну да. Как специалист по туннелям, скажите, какой это туннель? Знаете, когда по нему идешь, ощущение Короткий, совсем да. очень короткий, да. Вон свет уже. Блин, Совсем не страшно. этих даже не было боковых. Да. Ну все, мы теперь специалист. По туннелям. Мы прошли 24 туннеля. 28 там. 28. 28 туннелей. Приехали мы на паровозе, конечно, слабаки, в музей Рериха. Вон он это. Ну сейчас покурим, да пойдем. А наличка-то? А чё, почем он? Вот. Музей закрытый. Приходится смотреть на мост. Все. Пролетели. Мост. Посмотрели, все. Хватит с вас. Хватит с вас из нас. 65-го. Вот он открыл. А тут они рисуют пленеры. Ой, вон, в Листянке-то говорят, дождь идет. Снова мы в намордниках. Вон, где чувачок? Хилков, да? Есть пути сообщения. Ну что, маску-то одел? Вертуха. Все, мы доехали до Слюдянки и скоро домой. А на вокзал потом так посмотришь. А где он? Я-то думал, тут такая махина стоит. А тут Слюдянский вокзал, вид фас. Анфас, фас. Это фасад. Цивилизацией пахнет, да? Пахнет. Маски надо одевать, люди кругом. Люди кругом, куда ни глянь, люди. Не поссать нигде под кустиком. Ну,
Вон, белый мрамор, Давали его прямо тут. Людянка. Поезд только без 10-12 ночи. Будем до 12 на вокзале куковать. Палатку поставим, будем сидеть. Паники бросили. Все, пойдем? А мы там выйдем, нет? Не выйдем. Уважение, что? Да возвысится. А, это Нет, храм это- Слюдянский. Это, вон, я прочитала, это памятник репрессированным. Да-да-да, я читал даже. Да-да. О, колокола. Hello, friend. Чё? Добились хлеба салом. Оголодали, да? На набережной. Как это? Да. На набережной Слюдянки. Жрем хлеб с салом. О. Вон осталось нам чуть-чуть. От Кулутук, Ангасолка. И мы вон там были, вот тут. Вот чуть-чуть не дошли. Но зато сало, короче, у них в Слюдянке говно. Очень плохое. И хлеб не такой хрустящий. Какой наш? Ты недовольна. Иди-ка ты опять 50 километров. Ладно, все. Мы опять жрать. Панафидина кормит чай хлебом. На, взять. Вас. А где? Ну, шевелись. Ну, батонами греби. Ну, иркутские чайки. И Брестская. Бурятская это еще в полете. О, жрет. Донбасская чайка. А у нее лапы-то, он видно, как ходит прям. Но еще и голубей местных будешь кормить. Эти тоже одичалые. А, это которые голуби летят над нашей зоной, да? Одичалые. Памятник. Акваланг. В ходе Великой Отечественной войны в городе Слюдянке находилась школа военных водолазов. О, водолазов для войны готовили. Из Севастополя. Вон якорь какой позолоченный. И шлем. Фу, жарко у них тут вообще. Катинская водонапорная башня. Слюндянкинская. Слюндянкинская. С петухом и поездом. Фонтан. Туалеты в вокзале. Бумага даже есть. Короче, двери закрываются, как в цивильном обществе. Ручка грязная. Мою ручку. Ручку помыли, вытерли ручку. Вытерли, помыли, вытерли. Камера хранения, заморождание. Все, пришел. Ножка. Все, поехали. Наконец-то дождалась. Все, нам объявили посадку на поезд. Сейчас пойдем. Время уже 11 часов, да? Сегодня проснулись в 6. Спать хотим. Вон Слюдянка. Прощай, Слюдянка. Идем на восток. Но мы на восток идем не одни. Идем. Была бешеная. Целая. Она большая, реально. И по 150 я взял. Он еще скидку не сделал, как мусульмане. Че нормально.
вокзала продолжается посадка на пассажирский поезд номер 362 с сообщением от пассажирских Наушки. На первом